Здравствуйте, друзья! После праздника Пятидесятницы церковь сначала в первое воскресенье отмечает праздник Все Святых, а потом еще через воскресенье, во втором воскресенье по Пятидесятнице церковь отмечает праздник Всех Святых в земле российской просиявших. Это все русские святые. Святые бывают очень разные. Есть разные, скажем так, категории святые. Даже путь к святости у этих людей совершенно разный. Вот, например, есть святые пророки, святые апостолы, есть святые равноапостольные, то есть те люди, которые своей проповедью принесли благую весть в какую-нибудь страну и к какому-нибудь народу. Потом есть и святители. Святители – это святые епископы. Есть мученики, те, которые положили свою жизнь за Христа и пострадали, в смысле, были убиты за веру в Иисуса Христа. Есть и святые преподобные. Преподобные обычно в православной традиции называют святого монаха. Есть и бессребреники, те, которые лечили людей и совершали какие-то чудеса, совершенно бесплатно, не требуя ничего взамен. Также есть еще и другие, например, благоверные князья и цари. Есть и святые юродивые. Вот путь к святости всех этих людей, но совершенно разный. Итак, святые бывают разные, их путь к святости различаются. Но, конечно, святость – это общее православное явление. Мы говорим о святости вообще в православной церкви. Но и по сути, и у католиков святости мало что отличается от святости в православной традиции. А есть лишь какая-нибудь специфика у русских святых. Ведь сегодня как раз праздник тех святых, которые прожили свою жизнь в России, которые просветили именно Россию. Вы знаете, первые два святых, которые были канонизированы в русской церкви, это два брата Борис и Глеб. Их путь к святости действительно специфичный и оригинальный. И до их подвига можно сказать, что такой путь, о нем не говорили. Наши братья-греки и другие православные народы почти не знают такую категорию святых. Это страстотерпцы. Кто они такие? Страстотерпцы не совсем мученики. Они пострадали, они положили свою жизнь, они умерли, но не причина их убийства, их насильственной смерти – это не вера во Христа. Они были убиты по другим причинам. Вот в случае с Борисом и Глебом они были убиты своим родным братом чисто по политической причине, потому что брат хотел занять их место, не хотел, чтобы были альтернативы. Итак, мы не можем, строго говоря, их считать мучениками. Они пострадали не именно по причине свидетельства о Христе. А какова причина? Они не стали отвечать насилием на насилие. Они отказались от любого насилия. И они приняли в том числе смерти с любовью. Мы это совершенно четко видим в житии Бориса и Глеба. Интересно, что их путь к святости совсем отличается от пути, например, их родного отца, великого князя Владимира, а также их прабабушки, великой княгини Ольги. Вот Борис и Глеб делали главный выбор – не отвечать насилием на насилие и отказаться от любого насилия, а также принять в том числе смерть с любовью. В случае с Борисом и Глебом речь идет именно о новом виде святости, о каком-то определенном подвиге и пути, который отличается от других и который вот появляется в самом начале истории Русской Православной Церкви. Вот в этом смысле можно здесь увидеть уникальную характеристику.
как я уже сказал, здесь главное – это отказ от насилия и принятие своей судьбы, и в том числе насильственной смерти с любовью. Значит, главная характеристика этого пути – это человеколюбие. Это такой радикальный выбор – любить людей и никогда не совершать никакого насилия. Итак, друзья, мне кажется, что для нас, учитывая время, в котором мы живем, и обстоятельства нашего времени, войны, насилие и как будто торжество насилия, мне кажется, что посыл этих святых Бориса и Глеба и вообще-то посыл русской святости является для нас каким-то вызовом. Способны ли мы верить, что добро сильнее зла, что ненасилие сильнее насилия? Вот ведь для этого нужна именно вера. Мы это не видим, увы, своими глазами, но в это мы можем верить, и христианин должен быть в этом уверен. Мы, увы, не в состоянии остановить войны. Хотелось бы, но это не в наших силах. Мы можем об этом молиться. Да и кроме того, мы можем вокруг себя распространять мир. Делать так, чтобы то насилие, которое совершается каждодневно, каждочасно вокруг нас, и, увы, насилие, в котором очень часто мы сами участвуем, вербальное насилие, психологическое насилие, чтобы вот это насилие остановилось. Ведь это зависит действительно от нас. Вот думать, что Борис и Глеб нам показали, что вот для них было лучше умереть, чем отвечать злом на зло. Поэтому такой радикальный отказ от любого насилия, вот это может быть то, что в наших силах. Думаю, что сегодняшний праздник нам об этом напоминает.